Всем привет! На Pinterest я нашла очень интересную идею, это оформление рамочки для фотографий. Но там она оформила не фотографии, а красивые куклы из ниток. Я решила попробовать сделать что-то подобное. И сегодня покажу вам, как это делала я. Ну а ссылку на автора этих работ я вам обязательно оставлю в описании. Поэтому, если вам интересно, что у меня получилось, оставайтесь со мной. Первое, что понадобится, это, конечно же, какой-нибудь деревянный шарик, или у меня есть вот такой, знаете, похож на спонж для макияжа. Я не знаю, что это, откуда это. Видно было в одной из посылок. В диаметре у меня шарик где-то 2,5 сантиметра. Можно использовать большие деревянные бусины. Также разные ниточки. Это могут быть как нитки для макраме, также и обычные нитки для вязания. Для того, чтобы сделать волосы кукле, я беру просто тетрадь и начинаю на нее наматывать нитки. Длина тут может быть тоже совершенно разная. Наматываю ниточки, срезаю и завязываю посередине. После чего разрезаю с другой стороны. Волосы почти готовы. Примеряю на голову. Выравнивать все я буду чуть-чуть позже. А сейчас приклеиваю на термоклей. Приклеиваю только сверху. И стараюсь приклеивать так, чтобы термоклея не было видно на лицевой стороне. Пока откладываем в сторону, делаем платье. Буду использовать ту же самую тетрадь, но на этот раз я использую уже не нитки для макраме, а обычные хлопковые вязальные нитки из магазина Fix Price. Делаем руки и ноги с помощью шнурочка потолще. Пока я вырезаю произвольного размера, затем будем уже подгонять. Точно так же, как и волосы, ниткой я связываю платье посередине. Можно это делать сверху, снизу или с одной из сторон. Приклеиваю первую нашу веревочку. Это будут руки. И ровно посередине разрезаю все нитки. А теперь приклеиваем ноги. Перекидываем все на лицевую сторону и снизу нужно будет завязать. Делаем что-то наподобие кисточки. Руки, кстати, я уже обрезала до нужной длины и завязала узелочки. Теперь нам нужно будет выровнять платье. И точно так же на ногах снизу завязать узелочки нужной длины. И прячем ноги внутри нашего платья. Туловище готово. Теперь приклеиваем голову. И остается сделать ей красивую прическу. Срезаю волосы до нужной мне длины. Ну а теперь в области лица я решила сделать косичку. Из веревочки того же цвета я делаю заготовку, которую приклеиваю на голову. А теперь с каждой стороны заплетаю косичку. И точно так же приклеиваю на сами волосы, чтобы у нас все держалось надежно. Ну и внутри тоже подклеиваю волосы.
И вот так, быстро и, на мой взгляд, очень просто получается такая милая кукла. Теперь ее можно оформить совершенно по-любому. Так как мне понравилась идея в рамочке для фото, буду использовать тоже ее. У меня была рамочка белого цвета. Я решила, что кукла туда отлично подходит. Убираю полностью стекло, вырезаю бумагу для акварели подходящего мне размера. И сразу я вставляю в рамочку бумагу, а затем стекло. Все зажимаем. И теперь сверху можно приклеивать куклу. Так как она очень легкая, приклеиваю я только сверху за голову, ровненько посередине. Еще я с каждой стороны подклеиваю волосы, где-то платье, чтобы все лежало красиво. Мне, конечно же, очень понравились варианты с крылышками, но сколько я не пыталась сделать что-то похожее на свое, у меня ничего такого в принципе не получилось. Поэтому я решила в своей кукле добавить букет цветов. Для цветов использую обычную бумагу. Это бумага офисная, просто разноцветная. Буду делать желтые розочки, но в итоге похожи даже на ранункулусы. У меня есть дырокол цветочка, в размере он получается 1 сантиметр. Подготавливаю все детали и теперь будем делать им красивую форму, похожую на цветок. Понадобится дотс. Это такая палочка с шариком на конце. Можно использовать какой-нибудь другой круглый предмет. И нажимая на каждый лепесток, я делаю ему форму. На тонкой проволоке сверху я делаю небольшую петельку и приклеиваю первый цветочек. Хорошо его к середине подклеиваю, делаю это при помощи ПВА клея. И дальше также, формируя цветок, я приклеиваю еще 4 таких маленьких цветочка. С помощью пинцета я слегка разъединяю лепестки, чтобы цветочек был красивым. Настолько мелкие цветы, что мой фотоаппарат начал сходить с ума и не ловить фокус. Для букетика я сделала 5 цветочков и оставила их высохнуть. Теперь можно будет собирать маленький букетик. Просто соединяю их вместе на разном уровне и снизу приклеиваю бумагу, чтобы все надежно держалось. Делать такие букетики можно совершенно по-разному и добавлять еще какие-нибудь маленькие цветочки и листики. Выгибаю цветы, теперь сами листья. Решила не делать очень такие малюпасенькие листочки, просто беру гофрированную бумагу и нарезаю ее в форме травки. И затем снизу приклеиваю, распределяя листики по кругу, где-то добавляя между цветов с помощью пинцета. Снизу срезаю лишнее. Букетик готов. Теперь все, что остается, это приклеить в руки нашей кукле. Приклеиваю я уже на этот раз на ПВА клей. И все, на этом моя работа готова.
Ну и вот у меня получилась такая милая маленькая куколка в такой рамочке. Я долго думала, как ее сделать, именно в плане не как сделать как саму куклу, а оформить. Но в итоге результатом я довольна. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами уже в следующем видео. До новых встреч, пока-пока!